Привет всем! Мы путешествуем по префектуре Сига. Вот мы вернулись с круиза, и здесь мы ходили по храмам Мёдо и Бентендо. И сейчас мы идем в восточную главную часть храмового комплекса Тодо. Это сердце Инрякуджи. И сейчас мы будем здесь гулять. Сначала мы поднимаемся к священному колоколу. Удар в колокол в буддизме — это не просто звук, это призыв к пробуждению нашей истинной природы. Гуляя здесь, понимаешь, почему именно здесь было выбрано, это место было выбрано для обучения величайших монахов. Здесь нет суеты, только спокойствие и величественные кедры. Как я уже говорила ранее, этот храм буддийской школы Тендай. А что такое Тендай? Это мать японского буддизма. Ее основал монах Сайчо в VIII веке. Это очень известный монах, он такой же известный, как Насикоку Кукай. Я ставила видео, мы ездили на Сикоку и рассказывала про Кукая. И они в одно время жили в VIII веке и ездили на обучение в Китай. Главное, но на Сикоку там школа Сингон, а здесь школа Тендай. Главная идея Тендай очень вдохновляющая. В каждом человеке живет Будда. Сайчо верит, что просветление может достичь не только избранный монах, но и обычный человек через труд и добрые дела. Именно здесь и зародилась идея о том, что нужно освещать свой угол, быть полезным там, где ты находишься. Я уже говорила, что в Японии существует 13 традиционных школ буддизма. Сейчас немножко расскажу про них. Представьте, что буддизм — это большое дерево, а школы — это его ветви. И каждая ветвь предлагает свой путь к счастью. Первое — это вот где мы сейчас находимся, Тендай — универсальный путь изучения лотосовой сутры. Второе — Сингон — это, что я рассказывала в предыдущих видео, основанное Кукаем, основано на тайных ритуалах и мантрах. Третье — Дзен, 3 школы Ринзай, Сото и Абаку, медитация в тишине и поиск ответов внутри себя. Четвертая школа — это чистая земля, Джодо и Джодо Шин. Вера и повторение имени Амиды Будды. Сейчас эта школа самая популярная. И пятое — это Ничирен, активное проповедование и чтение мантры Наму Мёхо Ренге Кё. И шестое — это еще несколько древних школ Нары, Хосо, Кегон и так далее, которые больше похожи на глубокую философию. Гора Хиэй уникальна тем, что почти все основатели других школ буддизма — Дзен, Чистой Земли, Ничирен — когда-то учились именно здесь, в школе Тендай. Это настоящий университет духа. Хочу добавить немного про монаха Сайчо, который основал эти храмы. Он был необычайным человеком. Он оставил престижную государственную службу в Наре, тогдашней столице, и пришел сюда основывать храм. Почему он это сделал? Первое — это поиск искренности. В то время буддизм в столице стал слишком официальным, богатым и политизированным. Монахи больше заботились о влиянии при дворе, чем о духовности, и это тяготило Сайчо.
А второе – это уединение для практики. В 785 году в возрасте 18 лет он ушел на эту гору Хиэй, и он хотел вернуться к истокам медитации и изучению сутр в тишине леса. Он верил, что настоящий монах должен сначала очистить себя, прежде чем помогать людям. И третье, он хотел освещать свой угол. Я уже сказала, что Сайчо считал, что каждый человек на своем месте должен делать мир лучше. Его девиз — это «Ичигу ватерасу» — освещать свой угол, стал философией школы Тендай. Именно поэтому на горе Хиэй так ценится ежедневный труд. Кстати, монах Сайчо и монах Кукай сначала дружили. Сайчо даже просил Кукая одолжить ему священные тексты, которые он привез из Китая. Но позже они разошлись во взглядах. Кукай считал, что тайным знаниям нельзя научиться просто по книгам, а Сайчо не соглашался с его жестким подходом. В итоге они перестали общаться, и каждый основал свою школу: Сайчо Тендай на горе Хиэй, а Кукай Сингон на горе Коя. Да, именно Сайчо считается одним из тех, кто привез первые семена чая из Китая в Японию в 805 году. Он посадил их у подножия горы Хиэй в местечке Сакамото, и считается, что это был первый чайный сад в Японии. В те времена чай использовали не просто для удовольствия, а как лекарство и средство, помогающее монахам не засыпать во время долгих ночных медитаций. И вот теперь, когда вы будете пить японский чай или тянуть бумажные предсказания у Микуджи, которые тоже зародились здесь, вспомните это место. Именно отсюда, с горы Хиэй, эти традиции разлетелись по всей Японии благодаря монаху Сайчо и его последователям.
Наступил вечер, и нас ждет самое долгожданное событие – монастырский ужин в Щоджин-Рёри. Это полностью веганская кухня. Вот мы заходим. Ужин с 5 до 7 вечера. Надо обязательно зайти до 7. Но можно сидеть и дольше, главное зайти до 7. Посмотрите на эту подачу. Сложно поверить, что здесь нет ни грамма мяса или животных жиров. И вот тут еще это прекрасное озеро Бива. Каждое блюдо – это баланс вкуса и пользы. Особенно меня поразило набе, вот это вот слева с огнем, которое это на соевом молоке набе, и там тофу и овощи, и еще котлетки из юбы. Юба – это тоже как основа тофу. Это еда, которая дает энергию, но оставляет ум светлым. У дочки, правда, немножко другое меню, детское меню. А у нас сын, муж и я, у нас взрослое меню. Ну, поразительно вкусно. Не знаю, мне очень понравилось. Знаете, монах Сайчо ушел на эту гору, чтобы найти истину в простоте. А это веганская кухня, продолжение его пути. Кажется, что это просто овощи и тофу, но за каждым кусочком стоит труд повара и многовековая мудрость. Вот, например, вот этот тофу кунжутный, например. Вот эти вот мои любимые биточки из юба. Это пенка тофу из юбы. Представляете, японцы умудрились из пенки тофу сделать такие биточки, которые напоминают нежную котлетку. Вот они, эти биточки. После ужина мы заглянули в магазин сувениров. Я в самом последнем видео расскажу, что я здесь купила. Здесь тоже очень много интересного. Вот четки, тоже на любой вкус, из разных камней. Тут есть разные известные сладости, тоже из этого японского чая, которые начали производить здесь. Есть и сладости, которые основаны на этом чае. И в основном часто еще используются бобы-адзуки. Вот и благовония, палочки благовоний. Вот еще здесь разные соленья, которые с рисом едят. Вот самые знаменитые сладости Эйдзанфу Куми Темпей.
Они были созданы по заказу монастыря, чтобы подчеркнуть глубокую связь между основателем школы Тендай Сайчо и культурой чая. Вот здесь на первом этаже гостиницы кафе и лобби. Кафе, куда мы заходили днем попробовать вкуснейшие тирамису и матча-латте. Здесь посмотрите, какой стильный интерьер, атмосфера, и мои дети тут. Посмотрите, как мало народу, как здесь тихо, спокойно, несмотря на то, что это самые загруженные праздники, золотая неделя в Японии. Вот мы сейчас, здесь вот рядом этот магазин сувениров, и сейчас мы пойдем в номер. Покажу вам номер, и на этом наше видео подойдет к концу. Завтра мы будем вставать в 5:30 утра, чтобы успеть на службу. Служба в 6:30. И потом в 7 утра мы идем на завтрак. И я жду не дождусь рассвета. Здесь очень красивый рассвет. Надеюсь, что погода не подведет. Да, она нас не подвела. В общем, следующее видео будет с очень красивым рассветом, с нашей службой и с нашей утренней прогулкой. Мы еще зайдем в те места, в храмы, которые мы не зашли. И еще покажу вам немножечко внутри храма. Хотя там особо фотографировать нельзя, поэтому так я издалека. И вот теперь я вам покажу наш номер. Несмотря на то, что это гостиница при храме, здесь очень уютно и комфортно. Даже не скажешь, что это гостиница при храме. Можно подумать, что 5-звездочный отель. Довольно-таки-то она новая. И сейчас я вам покажу номер в японском стиле с татами. И надо спать на матрасах, это как японский стиль. Но мы хорошо выспались, вроде бы нормально. И у нас здесь есть и туалет, и ванная, но на втором этаже есть как баня, там тоже такая хорошая, мне очень понравилось. Там фотографировать нельзя было. Я сделала отдельное фото, сюда поставлю, просто показать, что за место, что за баня. Но она тоже очень уютная, новая. Мне понравилось. И вот здесь, как во всех гостиницах, здесь японские сладости, вкусные и сладкие, и просто как японские чипсы тоже были, и японский чай. А вот здесь вид на озеро Био. Сейчас, хотя вечером ничего не видно, но утром здесь будет шикарный вид. Вот мои дети тут еще бегают.
На сегодня наше путешествие уже заканчивается. Нас ждет ранняя служба и новые открытия завтра. Я хочу вам сказать, что я всегда ставлю тайм-коды и в описании, и в комментарии, так что вы можете смотреть с нужного или с интересного вам момента. То есть не все видео, а тайм-коды там я подписываю, что где, во сколько, так что можете нажимать и смотреть с нужного вам момента. Вот здесь и туалет, ванна, вот такие. А вот это наша банька. И еще вот напоследок халатик. Ну, доброй ночи, всего доброго.